Всем привет! С вами снова Humid Peach, я рада видеть вас на своем канале. Сегодня будет видео с процессом рисования. Использовать я буду обычные карандаши, иногда механический карандаш, но это тоже обычный карандаш. Но в целом порисуем с вами сегодня портрет 3/4. Покажу вам процесс от самого начала до самого конца. Надеюсь, вам понравится, и прежде чем вы продолжите смотреть это видео, я надеюсь, вы уже поставили лайк авансом, если что, потом уберете, и вы уже подписаны на мой канал или нет, я не поняла. Но в целом я буду рада также любому вашему комментарию. Спасибо и приятного просмотра. Я долго думала о том, что же записывать на фон подобных спидпейнтов, потому что, если честно, мне надоело немного комментировать процесс рисования, они все однотипные, одинаковые, и почему-то мне кажется, что вам тоже это больше не интересно, и если смотреть особенно просмотры и у других авторов, то как будто бы это правда. Я не знаю, вы можете сказать лично свое мнение, вам нравится такое или не нравится. Но все же мне захотелось попробовать что-то новенькое, и я подумала, почему бы не добавить такую актуальную тему, возможно, немножко неуместную, кто-то может подумать, да, но почему бы не рассказывать на фоне истории True Crime? Или просто какие-то истории из жизни, какие-то мысли, размышления, в общем, все то, что не относится к самому процессу рисования. И я буду очень рада услышать ваше обратное мнение. Прокомментируйте, пожалуйста, что бы вы хотели, или, может быть, вы согласны с тем, что комментировать процесс тоже как-то скучно и достаточно просто на него посмотреть. Потому что, если честно, я хочу, чтобы это было интересно, чтобы я не тратила тоже время впустую, создавая какой-то скучный контент, потому что мне самой становится скучно создавать то, что скучно вам. Я не могу это объяснить, но, грубо говоря, если я трачу на видео очень много времени, и потом его не смотрят просто потому, что эта концепция уже устарела, то очевидно, что нужно отходить от старых привычек, от старых форматов и пробовать что-то новое. Но, тем не менее, я хочу продолжать с вами делиться своими рисунками, показывать процесс рисования, но хочется сделать их более интересными для вас. Поэтому, пожалуйста, напишите свой комментарий. Потому что он очень важен, во-первых, для продвижения, во-вторых, мне очень приятно читать ваши комментарии. Когда они плохие, конечно, уже неприятно, но когда они хорошие, то, если честно, меня это очень сильно мотивирует. Я периодически заходила на канал, даже когда не публиковала видео, и я видела все ваши сообщения, поэтому спасибо большое всем, кто, несмотря ни на что, меня поддерживал. Вы терпели мое отсутствие из-за депрессии и других внешних факторов. Я вот реально вам благодарна. И если что, в телеграм-канале я не прекращаю делиться контентами и стараюсь сейчас восстановиться в публикации в Инстаграме и в Ютубе. И, если честно, мне очень сейчас важна ваша поддержка и отклик, отдача. Я готова совершенствовать и улучшать форматы для того, чтобы вам было интереснее смотреть. И поэтому мне очень будет важно услышать вашу обратную связь. Я, кажется, повторилась, но мне реально это очень важно. И давайте, прежде чем я начну немножко добавлять, да, изюминку в этот формат обычных спидпейнтов и процессов рисования, я скажу вам, что я использовала в данном видео обычный блокнот для рисования. Это бумага примерно до 120 грамм, в меру плотная. Ну, если вы будете рисовать маркерами, то она не очень будет подходить. Сам скетчбук этот от Arts Creation или Sakura. Можете выбирать любой из этих брендов, потому что плюс-минус, если честно, мне кажется, они делаются на одном заводе. Поэтому выбирайте, исходя из цены, то, что вам больше нравится, симпатизирует внешне. Так как видео снималось давно, в порыве вдохновения, я не запомнила бренды карандашей и так далее, но я вам откровенно, честно скажу, мне насрать на то, чем я рисую, я просто выбираю то, что мне приятно тактильно. Этот карандаш я вообще купила по рандому, он даже как будто бы не имеет бренда.
Вот это белый просто карандаш. Это обычный, классический, стандартный, я не знаю, что еще можно сказать. В последующем вы увидите тоже уже немного другие карандаши. Они также были просто у меня под рукой. Единственное, каждый карандаш имеет свою мягкость и твердость. Вот и вся разница. Но в конце вы увидите, я даже постараюсь подписать тот момент, где я начну рисовать уже не простым карандашом, а черным. Это была какая-то версия от Faber-Castell, но, в общем, вы увидите это дальше, в самом конце. В самом начале вы также видели ластик. Это ластик от Faber-Castell. Он такой немножко плоский, у него достаточно острые края. Это просто мой фаворит. Если честно, мне кажется, я около 5 лет уже рисую плюс-минус одними и теми же материалами. Также всегда в моем пенале, да, на моем столе есть клячка. Это такая мягкая субстанция, которая очень легко убирает тон в рисунке карандашном. Очень крутая и классная. Если вы хотите обзор на клячки, который я очень давно хотела сделать, но я не вижу какой-то заинтересованности, грубо говоря, потому что я когда проводила всякие опросы в телеграм-канале, голосовали, конечно же, за другие видеоролики, поэтому я выпускала их, а не обзор на клячки. Сама клячка тоже от Faber-Castell, поэтому я думаю, вы легко можете найти в любом магазине и в любом маркетплейсе, потому что это очень популярная клячка, я тоже не знаю, мне кажется, почти с самого начала своей карьеры, да, художника я рисую плюс-минус этими материалами. Ну, а теперь давайте приступим к тому, что я придумала. Это True Crime. Я не знаю, как это вообще зайдет вам или нет. Ну, давайте. Давайте настроимся на нужный лад. Посмотрим на рисуночек. И начнем вслушиваться в то, что я говорю. Эндрю Госден. Исчезновение под прицелом камер. Когда твой близкий человек исчезает, не оставив и следа, ты раз за разом прокручиваешь в памяти вашу последнюю встречу. Начинаешь искать скрытый смысл в сказанных словах и винишь себя в том, что не увидел ничего необычного. Именно это испытывает семья пропавшего Эндрю Госдена на протяжении уже 12 лет. Но кем был этот Эндрю? Эндрю Госден появился на свет 10 июля 1993 года в семье Кевина и Гленнис Госден. Оба родители работали логопедами в Балби, пригороде Донкстера, Южный Йоркшир, Англия. Как и его старшая сестра Шарлотта, мальчик отличался высоким интеллектом. В своей школе Эндрю учился в специальном классе для одаренных детей, и все учителя сулили ему большие академические успехи. Эндрю ждало поистине светлое будущее, хоть он и оставался обычным подростком. Иногда он любил засесть в своей комнате, проводя часы за видеоиграми. Парень любил научную фантастику. «Властелин колец» и «Автостопом по галактике» ему особенно пришлось по вкусу. Также Эндрю обожал тяжелую музыку, что становилось очевидным, если зайти в его комнату. Все стены были украшены постерами Slipknot, Marilyn Manson, Muse, Unreal for a Friend. Помимо всего прочего, мальчик любил музеи и выставки, которые с радостью посещал для расширения своего кругозора. У Эндрю были друзья, хотя вне школы они много не общались, но и признаков того, что его дразнят, никогда не было. Депрессия мальчик не страдал и был довольно откровенен со своей семьей. Просто парень наслаждался своей компанией и не страдал от отсутствия общения. Если честно, мое мнение, что вы никогда не сможете понять, находится человек в депрессии или нет. Это первое. Во-вторых, часто, мне кажется, родители просто не хотят принимать или признавать, что их ребенок может чем-то страдать, да? Я имею в виду та же депрессия. Поэтому я все ставлю под сомнение. Но давайте продолжим. Что же дальше говорится в этой истории? Отмечают, что из дома мальчик никогда не выходил без оставленной записки. С его старшей сестрой их объединяла любовь к тяжелой музыке. Вообще, с сестрой они были очень дружны, что редкость в таком возрасте. Несмотря на то, что родители мальчика были религиозны, сам он перестал ходить в церковь за 1,5 года до исчезновения. Также он был членом Cub Scout, подразделения Boy Scout для мальчиков от 8 до 10 лет, но на занятия он также перестал ходить в сентябре. Отец мальчика делился, что Эндрю был отличным слушателем, но сам много не говорил. А если и говорил, то это было что-то стоящее. Он обычно долго обдумывал какие-то вопросы, прежде чем озвучивать свое мнение или выводы.
Также в церковь он ходил, скорее всего, из-за сестры, Шарлотты, хотя мы никогда не настаивали и давали детям право выбора. Скауты ему просто надоели, так что он перестал туда ходить. Нам казалось, что у него такой период взросления, обычный подросток, когда он сам должен был выбрать себе занятие по душе. Что же было перед исчезновением? В этот день Эндрю встал довольно поздно и казался каким-то раздраженным, что, по словам семьи, было совсем не свойственно мальчику. Из дома он вышел в 8:05 и вместо того, чтобы поехать в школу, направился в парк Уэстфилд. Он провел там ровно столько времени, сколько нужно было остальным членам семьи для того, чтобы покинуть дом. Затем он вернулся уже в пустой дом. Все это нам известно благодаря камере, установленной соседями. Эндрю поднялся в свою комнату, снял школьную форму и закинул в стиральную машинку. Пиджак он повесил на спинку кресла и переоделся в свою повседневную одежду. Взял ключи, кошелек и PSP без зарядки. Все это добро он сложил в подобие рюкзака, который был украшен множеством значков любимых групп. А в день исчезновения на нем была футболка Slipknot. Фото из семейного архива дали понять, что футболки с различными рок-группами были основной частью его гардероба. Как и говорилось ранее, все стены в комнате Эндрю украшали постеры, которые полиция в итоге изъяла для получения отпечатков пальцев парня. Также по пути он заскочил в банкомат и снял целых 200 фунтов со своей карты. Деньги не маленькие, особенно для подростка. Всего на счету было 214 фунтов. Это была последняя операция с его счетов. Что странно, в тот день он оставил 100 фунтов наличными у себя в комнате. Это был подарок на день рождения. Видимо, ему не очень нужны были деньги. На станции он приобрел билет до Лондона в один конец. Хотя работник кассы предлагал ему купить билет обратно сразу же, чтобы сэкономить пару фунтов. Мне кажется нормальным не покупать билет туда и обратно сразу, потому что ты можешь, например, не успеть потом на поезд, и тогда твои деньги просто сгорят. Поэтому экономия пары фунтов здесь как будто не является достаточно веским аргументом. Но в любом случае в поезд Эндрю сел в 9:35 и сошел с него в 11:20 на Кингс-Кросс. Камеры наблюдения засняли мальчика, покидающего вокзал. Это было последнее видео с Эндрю. К слову, Лондон был не так уж и близко от городка, где проживала семья Гоздан. Раньше Эндрю, конечно же, бывал в городе, но только в сопровождении взрослых. Там проживала бабушка парня, и ему даже предлагали пожить у нее летом. Но Эндрю отказался. И если вы подумали, почему так мало видео с парнем в одном из самых просматриваемых городов мира, то вы будете неприятно удивлены работе британских полицейских. Запись с вокзала они получили только спустя месяц после исчезновения Эндрю. Также записи видеонаблюдения ближайшей станции метро ни разу не запрашивались. За месяц все записи с других камер и видеорегистраторов были стерты. Проблема была и в том, что у парня не было мобильного телефона. Окей, на самом деле был и не один, но он обладал какой-то невероятной способностью их терять. А на предложение родителей купить новый спрашивал, может вместо телефона купите мне Xbox? В доме было два компьютера, которые подарили Шарлотте на день рождения. У Эндрю не было своей почты, а компания Sony подтвердила, что у мальчика не было онлайн-аккаунта на его PSP. Аккаунтов в соцсетях у парня тоже не было, а он был очень общительным. Хотя странно, что заявляется, что он был очень общительным, потому что в начале истории нам говорят, что, ему было ни холодно, ни горячо от общения. А как же обнаружили пропажу? Интересно, что родители не сразу заметили исчезновение сына. Собравшись дома вечером, они были уверены, что сын дома и делает уроки в своей комнате. Мать мальчика видела его школьную форму в корзине для белья, и сомнения в том, что мальчик не вернулся из школы, у нее не было. Пропажу обнаружили около 8 вечера, и семья тут же обратилась в полицию. Из-за того, что точное время исчезновения мальчика неизвестно, и что семья обратилась в полицию не сразу, все Гозданы попали под подозрение. За это время родные мальчика прошли через настоящий ад. Отец парня даже несколько раз пытался покончить жизнь самоубийством, когда попытки найти сына не увенчались успехом. Ему даже пришлось пройти лечение в специализированной клинике. Мать мальчика с головой ушла в работу, в надежде забыть о семейной трагедии. В общем и целом, семья Гоздан проводили свое расследование и поиски Эндрю. Они часами расклеивали листовки, колесили на машине по окрестностям, проверяли абсолютно все зацепки. Они до сих пор верят, что Эндрю жив и однажды вернется домой. Какие же версии? На самом деле версия здесь была только одна. Эндрю поехал на концерт 30 секунд до... Эндрю поехал на концерт 30 секунд до Марса, который очень любил. Деньги ему нужны были на проезд и на билеты. После большого концерта группа Хим планировала свое выступление в Лондоне. Возможно, Эндрю хотел убить двух зайцев и посетить оба концерта. Все были уверены, что мальчик мог попасть в неприятную ситуацию.
Все были уверены, что мальчик мог попасть просто в неприятную ситуацию, встретить недоброжелателей или стать жертвой несчастного случая. Однако и полиция, и интернет-пользователи выдвигали следующие теории. Первая версия. Многие верят, что Эндрю с кем-то познакомился в интернете, и у них завязалась онлайн-дружба, как это бывает. Этот самый человек уговорил парня бежать из дома. Мотив мог быть каким угодно, но так как парень домой не вернулся и не оставил записку, закончилось все не очень хорошо. Суицид. Мальчик был тихим и закрытым. Кто мог знать, что у него на душе? С друзьями он общался исключительно в стенах школы, а остальное время проводил за уроками, чтением книг, видеоиграми и прослушиванием любимой музыки. Подростковый возраст, скрытность, высокий интеллект. Депрессия могла развиться незаметно для окружающих. Это вполне легко. Хотя и эта версия критики не выдерживает. Зачем ехать так далеко, чтобы совершить самоубийство? И где тогда тело? Его бы рано или поздно нашли. Стивен Госден, отец ребенка, даже нанял частную компанию, чтобы проверить дно реки Темзы. Тело мальчика или его вещей в реке не обнаружили. Версия похищения. Одна из самых мрачных версий. Эндрю мог стать жертвой похищения в Лондоне, куда он отправился, есть районы с высокой криминальной активностью. Некоторые предполагают, что он мог быть вовлечен в преступную сеть или стал жертвой торговли. Однако никаких доказательств или свидетелей, подтверждающих эту теорию, нет. Версия смена личности. Некоторые предполагают, что Эндрю мог сознательно исчезнуть, чтобы начать новую жизнь. Однако эта версия кажется маловероятной, учитывая возраст и отсутствие подготовки. Он не взял с собой одежду, деньги или документы. Версия семьи. Семья Эндрю считает, что он мог быть обманут или завлечен кем-то, кого он знал лично. Они предполагают, что он мог доверять этому человеку, что объясняет его спокойное поведение перед исчезновением. В 2021 году появились новые улики. Двое мужчин были арестованы по подозрению в похищении и причастности к исчезновению Эндрю. Однако позже их отпустили без предъявления обвинений. Это событие вновь привлекло внимание к делу, но не привело к разгадке. Я не знаю, сколько человек смогло дослушать эту историю до конца, но я буду рада действительно получить обратную связь за подобный перформанс. Мгм. Но так же, как любительница True Crime, я помню эту историю у других блогеров, и, если не ошибаюсь, где-то выдвигалась версия, а точнее определенный факт, который я почему-то не смогла найти, о том, что Эндрю видели, а точнее это была фотография с какого-то общедоступного места около фонтана, если не ошибаюсь, и там где-то на заднем фоне смогли разглядеть Эндрю только потому, что он достаточно был выразителен, да, в том, как он выглядит. У него были очки, если не ошибаюсь, такие темные, чуть длинноватые волосы и, конечно же, футболка с группой рок-н-ролльской. И рядом с ним был мужчина, очень взрослый и большой. Вообще, напишите свои комментарии. Как вам рисунок? Как вам история? Пока!